Слушайте, вот уникальный у нас президент, да и вообще все руководство. Каждый раз думаешь, ну все, хуже уже быть не может, потому что хуже уже некуда. Но эти ребята каждый раз доказывают, что есть еще куда, дно еще не достигнуто, опускаемся и опускаемся. Это Россия без будущего. Меня зовут Александр Романенков, мой соведущий Андрей Кузичкин. Я нахожусь в России, он находится за ее пределами, в Евросоюзе, если быть совсем точным, в Таллине. И мы начинаем. Андрей, вот как ты отреагировал вообще, как сообщество мировое в Европе, в вашей стране, в странах Балтии вообще отреагировали вот на эту новость об электронных повестках, которая, по сути, вот этот закон, который нарушает все, вот все мыслимые и немыслимые законы, Конституцию он просто взял и перечеркнул одним своим приятием, потому что, ну, электронные повестки электронными повестками, но там же речь-то идет вот о чем. Там же речь идет о том, что человек просто, вот, он конкретно ограничивается в правах, там прописано, да, в каких именно, практически во всех, но зная наших замечательных исполнителей, я отдаю себе отчет, это может привести к конкретным репрессиям, капитальным, к настоящим репрессиям, которые, то есть, люди, по сути, стали бесправными вот на этой неделе и думали, что, может, Совет Федерации не пройдет, прошел. Ну, может, президент не подпишет, подписал. В пятницу все-таки Путин подписал, все, теперь это закон, который действует, насколько я понимаю, с момента его подписания, приплыли. Все, мы теперь рабы, мы теперь крепостные, все россияне. Как такое может быть? Ну, как такое может быть, это надо спрашивать самих россиян. Я приветствую всех наших зрителей и слушателей. И, конечно же, эта тема закона об электронных повестках, если коротко его так называть, конечно же, она не осталась без внимания европейской прессы, эстонской в частности, в отличие, например, от убийства блогера, который так какой-то информационный шум создал. А эта тема оказалась достаточно актуальной, я не скажу, что для всех европейских стран, но там, где живет достаточно большая доля граждан России, это определенно вызвало интерес. Я, например, напомню или проинформирую, кто еще не в курсе, что доля граждан России в населении Эстонии довольно существенна. У нас 25% русских, из них более 100 тысяч граждане России. И поэтому наша вся молодежь, и как и уехавшая, и постоянно проживающая здесь в Эстонии, встрепенулась. Их страшно заинтересовало, попадают ли они каким образом в этот так называемый да, электронный регистр военнообязанных и какие последствия их ждут, если они не явятся, не встанут на военный учет в России. Глава Думского комитета по обороне Картополов что-то такое пытался объяснить, но лишь ситуацию больше еще запутал и всех окончательно перепугал, когда сказал, что каждый гражданин России хоть раз в году-то должен свою родину посещать, даже если он постоянно где-то там проживает, работает или учится, но отпуск должен проводить в России. А по закону, если человек на 2 недели приехал из-за границы в Россию, он уже должен стать на воинский учет. Ну а дальше уже, да, погнали наших городских. Все по этому Не, закону. ну там смотри, какая, во-первых, ситуация получается. Там же очень интересная ситуация получается. Я вообще не знаю, как вот там реагируют люди. А с одной стороны говорят, вы сюда приедете, встаньте на воинский учет, но, повторюсь, да, закон предусматривает дальнейшее ограничение в правах человека. Никто ведь не знает, когда эта повестка выписана. Возможно, она выписана сейчас, а приедет он сюда через месяц. Ему тут же закрыли выезд из страны, его тут же отключили от банковской системы. То есть все, его тут же посадили на цепь. На что люди надеются? Наверняка ведь там сидели, обсуждали. То есть вот сидит там, да, у тебя взрослый сын, насколько я знаю, да он говорит, пап, съезжу-ка я в Россию. А ты ему что скажешь, сынок, ты с ума сошел, что ли? Ты только туда въедешь, тебе закроют въезд и все. Ладно, там въезд, перекроют там все банковские карты, все счета и все, что мы будешь там бегать, прятаться по лесам. Это единственный возможный вариант, во всяком случае так получается. Нет, ну закон, конечно, катастрофичный с юридической точки зрения, с точки зрения практического применения. Дело в том, что когда читаешь, вроде бы нормы все там такие достаточно безобидные, ну и комментаторы, прокремлевские пропагандисты, они рассказывают, что люди, да не стоит бояться, что такого страшного, просто систематизируем, да, законодательство, военкоматы у нас вот не в цифровой среде, и это правда.
ни в одном военкомате в России интернета нет. Шойгу как-то приехал года 2 уже назад и страшно удивился, что, оказывается, из военкомата какого-то там подмосковного даже в сеть интернет нельзя выйти. Поэтому ни запроса послать, ни ответа получить. Конечно, пока улита едет, пока создадут этот реестр повесток, пока эту базу на самом деле наработают, регистр такой мощный создадут всех военнообязанных, это на самом деле воды много утечет, это с одной стороны. Они пишут теперь, да, закон вот сегодня уже в силу там вступил, он уже опубликован на портале правовой информации, но вроде как с октября что-то там начнет такое действовать, а с другой стороны оговаривается, что до того, как еще сформируют этот реестр повесток, закон, тем не менее, начинает применяться. И там самая заковыка, да, о чем ты и говорил, что теперь так, видели, не видели, слышали, не слышали, это не важно. У нас вот тут в военкомате штампик стоит, что вам отправили, или, значит, по электронном виде, или письмо заказное, или еще что-то. На почте штамп поставили, что этот день получили, все, пошел отсчет. Почта получила, а вы получили, узнали или нет, это уже никого абсолютно не касается. То есть я говорю, что это катастрофический с правовой точки зрения закон, тем более он предусматривает существенные ограничения прав человека. Более того, если ты заметил, в этом законе и местным органам власти, ну, региональным органам власти предоставляется право вводить еще дополнительные ограничения. А зная, например, Да-да-да, я об этом сказал в прошлом выпуске. анархический диктаторский склад властей некоторых республик, например, там Чечня, Татарстан, Бурятия, в конце концов, да даже российские регионы, тот же самый Кузбасс. Там, чтобы выслужиться перед Кремлем, могут такие ограничения ввести дополнительные, мама не горюй. Причем в этом законе много-много написано про процедуру обжалования подобного рода решений. Но когда я это прочитал, я понял, что это можно судиться годами, а пока годами судится человек, который уклонился от воинской обязанности, согласно закону, может все время сидеть в тюрьме. Одно дело ограничили там возможность взять кредит или зарегистрировать транспортное средство, а другое дело, что ведь потом же наступает уголовная ответственность, если человек считается злостно уклоняющимся от воинской обязанности, от мобилизации в том числе. То есть это крепостное право. По сути дела, возродилось на Руси крепостное право, воинская повинность. Ну и давай не будем забывать, вот ты сказал там в самом начале, что вроде, если почитать вот эти вот все пункты, да, по поводу ограничений, то он не такой уж и репрессивный, вроде как, если с точки зрения здравого смысла все это смотреть, то может быть ничего страшного нет. Но мы же прекрасно знаем, склонность наших властей, да, все выворачивать, переворачивать с ног на голову, сразу же вспоминается мне вот этот вот закон о митингах, который в начале десятых годов был принят. Я имею в виду об уведомительном характере проведения массовых акций, митингов. В первую очередь, ведь тогда нам говорили, ребята, ничего страшного. Вы просто подаете уведомление, чтобы представители власти знали, что вы тут собираетесь митинговать. Это делается для вас же, чтобы мы обеспечили, значит, мобилизовали сотрудников полиции, чтобы они охраняли правопорядок на этом митинге. Значит, мы сюда же пришлем каких-то врачей, вдруг кому-то плохо станет. То есть это на вашу же пользу, ради вашего же блага. Подавай уведомление, иди митингуй. К чему мы пришли, мы сегодня все прекрасно знаем. Да? У нас уведомительный характер превратился в разрешительный, и открытым текстом уже говорят. Разрешенный, запрещенный митинг. Хотя речь изначально шла вроде как об уведомлениях. И вот здесь тоже я, например, больше чем уверен, что действительно будут использовать именно в репрессивных целях. Особенно, да, не забываем, ты очень хорошо обратил внимание на этот пункт, что еще у губернаторов, у глав регионов остается право вводить какие-то свои дополнительные ограничения на свое усмотрение. А уж зная отдельных наших глав регионов, которые действительно из трусов готовы выпрыгивать, лишь бы там лизнуть поглубже вышестоящему начальству, я боюсь, что они просто начнут беспределить, эти люди. Начнется самый настоящий беспредел. Я вот вспоминаю, что Путин в свое время любил говорить, вы же не хотите, как в 90-е. И ты знаешь, я все чаще вспоминаю эту фразу, в 90-е, да, действительно был разгул бандитизма. Но, во-первых, даже у бандитов были какие-то понятия, через которые они не перешагивали, а во-вторых, все эти бандиты, они же прекрасно понимали, я имею в виду криминальный мир, да, что они
находятся вне правового поля, и худо-бедно все равно на них можно было оказывать какое-то давление. Да, может быть, не всегда получалось, да, местами криминал срастался с властью, было очень тяжело противостоять криминалитету, но тем не менее это было возможно, все равно там были всякие разные спецслужбы, сотрудники полиции были честные, попадались там, к которым можно было обратиться и как-то защититься. Сегодня, по сути, вот этим беспределом занимаются те самые люди, которые наделены властью, которые там носят погон или которые имеют какую-то депутатскую неприкосновенность, сами принимают законы, и меня это действительно пугает. Потому что я не знаю, чего ожидать. Я все меньше и меньше адекватных людей вижу у нас во власти. Вот такое ощущение, что тут просто люди с ума сошли. Я уже не знаю, как что прогнозировать. Да? Очень часто мне там пишут в последнее время мои зрители, что вот ты даешь прогнозы, которые далеко не всегда сбываются. Потому что, ребят, я даю прогнозы с точки зрения здравого смысла, а когда по другую сторону сидит сумасшедший человек, спрогнозировать поведение сумасшедшего, да, очень тяжело. Ты не знаешь, что... это действительно, у меня такое ощущение, что мы все дружно оказались в сумасшедшем доме, как вот в том фильме, да, замечательном голливудском, все время забываю, как он называется, когда главный герой там приехал на какой-то остров в психбольницу. И оказалось, что власть в этой психбольнице захватили психи, а реальные врачи, они все сидят в подвале, там прикованные, Да, привязанные. что-то такое Вот я у меня слышал. стойкое ощущение, что мы все внутри этой матрицы. Да, у Вот. меня тут куча афоризмов по этому поводу рождается, да. Всегда называли Россию страной с непредсказуемым прошлым, но теперь у нас и прошлое непредсказуемое, и будущее совершенно неясное. В настоящем мы увязли просто как болото. Почему наша передача называется «Россия без будущего»? Ты совершенно прав, что прогнозировать в нашей стране в России чрезвычайно сложно. И еще один есть афоризм, что страну нашу, Россию, называли страной, где нет законов, а все живут по понятиям. Но теперь мы живем в такое время без понятия, когда мы совершенно не имеем понятия, что же будет на следующий день. И в связи с этим-то как раз и возникают все опасения, что есть закон, так называемый, конечно, закон, а есть практика его применения. И между ними гигантская пропасть, куда все заваливается, все люди с их правами и с возможностями защищать свои права. То есть вот какую-то пробили дно, на самом деле там бездонная уже оказалась пропасть, куда все валится, и тем самым власти лишают на самом деле Россию будущего, но они, скорее всего, этого просто не понимают. Я тоже, например, не могу предсказать, будет ли вторая волна эмиграции из России, побегут ли все вот эти вот военнообязанные, которые все-таки не хотят превращаться в пушечное мясо. Ведь совершенно еще понятно, с какой целью принимают этот закон. Не просто навести там порядок в учете военнообязанных, как нам все рассказывают. Там ведь есть еще одна такая хитрая штука. Если сейчас, например, срочник, придя на службу, должен минимум 3 месяца отслужить, а потом ему предлагают заключить контракт. А если контракт, это понятно, на следующий день в эшелон и, значит, на Донбасс. А теперь, согласно этому закону, сразу же, как только срочник призывается в армию, ему тут же предлагают заключить контракт. Никаких 3 месяцев уже нет. И попробуй, называется, откажись. Так вот, все-таки, Саша, у меня к тебе как раз и вопрос, как ты полагаешь, вспугнет это народ, или все, кто уже самый пугливый, убежал, хотя кто-то уже даже и вернулся? Или все-таки все прижмут уши и будут учиться как-то обходить, как у нас это в России принято, вот эти вот принятые законы. Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Но у народа как раз запас прочности-то в чем? Научились эти законы обходить. Как ты полагаешь, научатся или побегут? Ты знаешь, я думаю, что бежать не на что. Вот в этом главная проблема. То есть те, кто могли убежать, у кого были на это какие-то деньги, да, потому что убежать это нужны какие-то деньги. Мы как-то поднимали с тобой эту тему. Ты сам, как человек, который когда-то эмигрировал из страны, ты прекрасно понимаешь, что переезд в другую страну это не съездил в соседнюю деревню за хлебом.
Это нужно приехать, нужно где-то жить, нужно куда-то устраиваться на работу, да, нужны какие-то деньги хотя бы на первое время, ну, хотя бы на пропитание. То есть какие-то деньги нужны у подавляющего большинства. У нас настолько обнищало население, у нас настолько нищая страна, что у нас у людей, я боюсь, у подавляющего большинства людей даже на билет не хватит денег, чтобы доехать до туда. Будут сидеть и ждать у моря погоды, куда кривая российской мечты вынесет. Вот. Но с другой стороны, если честно, я думаю, что вот этот закон, он принят не для того, чтобы мобилизовать всех подряд. Мне кажется, тут немножечко другая подоплека, тут немножечко другая идея. Помнишь, в свое время очень часто и очень много, первым об этом заявил Кириенко, я прям показывал в прошлом выпуске вот это вот его выступление, что прям вот попытаюсь его процитировать, мы должны сделать так, чтобы эта война стала народной. То есть имеется в виду не СВО, они же там, речь когда ведут о войне, они же вкладывают людям в голову, россиянам, что у нас как бы СВО это так, это как бы это не война, это действительно спецоперация, а настоящая война, она ведется с плохим злым НАТО, и вот пока просто вот мы вот еще не допустили прямого столкновения, но она уже идет. Вот мы с НАТО воюем, и они все время пытаются призвать людей, что надо сплотиться перед этой страшной угрозой, перед вот этим вот НАТО, не допустить прямого столкновения, поэтому вот это должна война стать народной против НАТО, да, и вот тут, мне кажется, как раз такая попытка, ну, в криминальных кругах это называется повязать подельников. Ну, это да, Вот, да. повязать, да, ведь там самая главная мера это как раз перекрыть границы России для вот этих получивших или не получивших недоказуемо повесток. Я думаю, что еще и в связи с этим этот закон принят, потому что каждый военнообязанный практически получается у нас и уклонившийся от явки, он оказывается уже теперь не выездным. Захочешь и не выпустят. Но потом ты рационализируешь страхи и говоришь, что вот денег нет, на билеты нет. Знаешь, что когда в доме, например, пожар, то выпрыгиваешь и без штанов, и без чемодана, и с документами. Когда мобилизацию осенью объявили, люди пешком переходили границу Казахстана и ночевали на лавочках в парках. Лишь бы только убежать, такой вот этот был вселенский страх. Но меня-то больше всего интересует, что... Не, ну это да, ты говоришь про продвинутую категорию людей. ну вот все ли убежали? Ты говоришь про продвинутую категорию людей, а Ну, мы-то с тобой говорим о вот этом самом глубинном народе, который мало того, что он нищий, это еще очень глупые люди, по большому счету. Вот мне не хочется так говорить, но надо в этом признаться. когда ты о своих Далеко не самые соотечественниках... умные люди, которые вот... Слушай, ну ладно, ну даже самый там самый дурак набитый, если он сидит на печи, ну пришли его за жопу схватили, потащили, значит, убивать, ну он, наверное, будет сопротивляться. А ведь, по сути дела, речь сейчас об этом, что схватили всех военнообязанных с 18 там, лет до 70, да, фактически тащут на убой. Ведь об этом надо вести речь. Так вот, конвертируется это в протест социальный или нет? Ведь тоже большой-большой вопрос. Или опять, как на профсоюзном собрании, о чем я рассказывал, только спросят, а веревку с собой приносить, да, или выдадут бесплатно? Меня вот это вот очень как раз тревожит. Судьба Про России. какой убой ты говоришь? У нас, если ты посмотришь телевизор, наши общероссийские каналы, ну, у вас они уже не показывают. Я вот не так давно выезжал за границу, действительно. Даже в Турции уже не показывают российские телеканалы. Раньше показывали, сейчас нет. Все отключены. Если ты посмотришь наши российские каналы, то ты увидишь, что там никакой не убой. Там мы одерживаем победу за победой. Погибших у нас за всю историю СВО, за все вот эти вот 14 месяц уже она идет, по-прежнему там около 5000 человек, это данные, которые озвучивал Шойгу, новых данных не озвучивалось, новых данных не поступало, то есть 5000 человек в общей сложности погибли. Все, а победа за победой, мы там поэтому... Про какой убой ты говоришь? Подавляющее большинство вот этого глубинного народа, они действительно свято верят, что там все хорошо, и даже по прошествии 13 месяцев все равно многие едут, ну, во-первых, их завлекают большими деньгами, там, обещая серьезные зарплаты, что такое 200 тысяч для среднестатистического россиянина, слушай, ну это годовая вообще зарплата, если вот так брать среднюю по стране, то это, в общем, годовая зарплата даже в сегодняшних цифрах, тут предлагают такие деньги в месяц, и
Но уже и когда вот эти... обманываются этими деньгами. И самое главное, это телевизор, это одно, другое дело могилы, которые на кладбищах и отдаленных поселков, и больших городов появляются, появляются и появляются. Об этом все равно есть информация, и гробы везут и везут. И людей это больше убеждает, чем какие-то рапорты Да нифига, Соловьева или нифига людей Скобеевой. это не убеждает, потому что, Как во-первых, сказать? это все не показывают. Если показывают, то показывают какие-то похороны какого-то героя одного отдельно взятого. То есть никто ведь не показывает. Прям вот широкую огласку этому не дают. То, что мы с тобой пользуемся телеграм-каналами, да, там, ютьюбом, посредством которого мы общаемся, а ты не поверишь, но огромное количество людей, они не то, что не пользуются всей этой информацией, они отказываются этим пользоваться. Они говорят, нет, не будем, их не заставишь. И там все врут. Вот настолько людям в голову вбили, что если Ну, речь идет ну, об это так. интернете, Нет, там все врут. Саш, я не про телевизор сейчас говорю, а у нас, например, там в отдаленный поселок Томской области северной привезли сразу 2 гроба. Ну это-то не надо по телевизору показывать, да? Об этом, может, никто бы и не рассказал. Но местные жители это видят, все, кто живет в этом поселке. Я об этом говорю. Здесь не нужно телевизор Ну, два, смотреть. понимаешь, Так это два, два это на же не свой поселок. 22. Так это Если на бы свой поселок 22 вы живете. гроба привезли, это Подожди, один там 1000 калинкор. человек А то, что живет. там привезли, 1000 человек в ну, поселке 1000 живет. человек, Ну, они видят 2 гроба. В да соседнем нет. поселке 500 человек, туда гроб пришел. И пришел с войны. Двумя гробами 1000 человек не Ну, напугаешь. поселок надо Это... выбить. Видишь ли, тут, конечно, все-таки это эффект такой, что вот уехали, значит, воевать, сказали, что там никто не погибает, а к нам наш поселок лесной уже 2 гроба привезли. Причем в одном гроб один вскрыли, там даже и скелета не было, только чернозем. Поэтому это, конечно, на людей тоже очень действует, и я все-таки Леваду-центр нет-нет досмотрю их опросы, и я вижу динамику, что пусть на 4%, с 48 до 44, но число людей, поддерживающих так называемое СВО в Украине, уменьшилось за месяц, и это тоже факт. Но я думаю, сегодня, конечно, мы не можем с тобой прогнозировать, что будет завтра, тем не менее, видим, что на самом деле перспектив у России будущего все меньше и меньше. Эта наша программа так и называется Мне, кстати, «Россия без вот будущего». под завершение один вопрос хочу задать. Вот в других странах, да, в том же Евросоюзе, те же люди, стоящие у руля, где-то там у вас в Эстонии, или, может быть, в соседней Литве, или, может быть, в соседней Польше, политики, чиновники, они же видят, что происходит в России. То есть есть еще вот такой вопрос. Там раньше все возникало одна и та же история, что надо садиться за стол переговоров, как-то вот дипломатическим путем попытаться урегулировать вот эту вот ситуацию, попытаться урегулировать вот этот вот конфликт. Чем дальше это продолжается, тем больше происходит всякого разного обреда. Ну, там-то эти политики тоже не дураки сидят, они сидят, смотрят, ну, господи, если вот они такое творят со своим народом, ну, как можно с этими людьми договариваться? Тут не возникает таких разговоров. Я могу просто предполагать, потому что я иностранную прессу крайне редко читаю. Я в этом не варюсь, я все-таки предпочитаю заниматься тем, что происходит внутри страны. Вот это меня больше интересует. Но сегодня такая ситуация, что я просто очень боюсь, что рано или поздно может случиться так, что нас посмотрят как на дикарей, скажут, а чем с ними договариваться? Нафиг забор поставить, и все, и до свидания. Ну да, ну да, ну да. Финляндия уже, кстати, только вступила в НАТО. Вот тоже результат, да, спецоперации. Не хотели Украину в НАТО, получили Финляндию, Швеция без 5 минут. И Финляндия тут же начала строить большой-большой забор. Там 1200 километров с Россией, уже 200 с лишним километров начали забор обустраивать, это факт. Но позиция консолидированная Европейского Позорище. Союза, да, была и остается, конечно же, никаких переговоров до завершения военного конфликта в Украине. То есть речь идет о том, что фиксировать вот эти территориальные приобретения России никто никогда не планировал и не планирует и не будет планировать, потому что, да, сначала, значит, вывести войска российские с украинской оккупированной территории, и только потом начинаются переговоры. Понятно, что никто не ставит задачу бабахнуть по Кремлю и все на этом, значит, покончить. Нет, конечно, все равно место для дипломатических переговоров остается, но условие – вывод российских войск с оккупированных территорий Украины. Точка. В России очень много людей, в том числе есть договороспособные, я думаю, те же самые олигархи, они уже скучали по своей прежней сытой, беззаботной жизни, по тому, как дети у них учились там в Оксфорде, в Сорбоне где-нибудь. Поэтому рано или поздно
Европа верит, что олигархам это все надоест, и они все-таки решат вернуть прежний статус-кво и вернуться к своей прежней благополучной жизни. Но это будет означать также и крутые перемены для России. Ну, я в это не верю. Ну да ладно, об этом поговорим уже в следующих выпусках. Как-то так переваривать. Это была «Россия без будущего». Андрей Кузичкин, Александр Романенков. Увидимся, услышимся. Удачи. Всем пока-пока. Все, пока. Пока. Счастливо.